Привет, меня зовут Кирилл. Изучение английского, да и любого языка сопряжено с определенными подводными камнями. В этом выпуске вы узнаете, как говорить о подводных камнях по-английски. Пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает мой канал на YouTube и в Инстаграме. Мой Инстаграм Kirill's_English, также есть Telegram, тот же handle Kirill's_English. Помните, что в Инстаграме и на Телеграме контент не дублируется. То есть вы можете подписываться и там, и получить дабл удовольствие. Alright, нам понадобится слово pitfalls во множественном числе. Состоит из двух частей. Pit – это любая яма. Fall в комментариях не нуждается. Слово pitfall может иметь и единственное число, чаще всего, конечно, используется во множественном числе pitfalls. Давайте посмотрим, какие слова у нас чаще всего collocate или вместе в тандеме используются со словом pitfalls. Это существительное. Давайте посмотрим, какие прилагательные чаще всего используются этим словом по версии языкового корпуса. Прилагательное potential – одно из самых частых, которое вместе используется перед словом pitfalls. Potential pitfalls, common pitfalls, possible pitfalls, financial pitfalls – это финансовые какие-то pitfalls, common pitfalls – это обычные, чаще всего какие-то pitfalls, которые сопряжены с какой-то деятельностью. Obvious pitfalls. Obvious pitfalls – это очевидные pitfalls. Заметили, что я не перевожу слово pitfalls, и делаю это я нарочно, специально, on purpose. Давайте посмотрим, какими синонимами по-английски, простыми словами, мы можем заменить слово pitfalls. Если посмотреть в любом словаре, я смотрю в языковом корпусе, синонимичных слов есть много в зависимости от контекста. Я выбрал два, которые наиболее, так сказать, часто используются в плане вот именно pitfalls. Это difficulties, это трудности, pitfalls, difficulties, danger или какой-нибудь hazard, то есть какая-то опасность. И она неявная, глазу так, собственно, и незаметная. Поэтому мы и на русский язык-то переводим это как подводные камни, потому что сразу можно так и не понять, что там есть. И вначале я сказал, что изучение языка сопряжено с подводными камнями. Как раз в это предложение вы можете себе попробовать интерпретировать на английский язык. Вариантов будет очень много. Главное попробовать использовать слово pitfalls. Теперь давайте посмотрим, какие глаголы у нас любят стоять перед существительным pitfalls, опять же, по версии языкового корпуса. Итак, avoid the pitfalls. Глаголы avoid, избегайте трудностей или подводных камней. И обратите внимание, что там всегда будет артикль, потому что это очень контекстуальный термин, контекстуальная фраза, и всегда она будет привязана к чему-то одному, а не к общему, по определению. Поэтому артикль просто обязательный там. Ваша любимая конструкция there are pitfalls. И здесь вы знаете, что уже прилагательное у нас может стоять. Вы можете скомбинировать, допустим, financial. И вы можете сказать there are financial pitfalls. Есть финансовые трудности, финансовые подводные камни, если хотите. Глагол face. Глагол face. Face certain financial pitfalls. Face – это в прямом смысле лицом к лицу встретиться. То есть, когда у вас какие-то проблемы, иметь проблемы. Также вы можете использовать фразу be aware of. You should be aware of or remember about pitfalls. Помните, что есть подводные камни. Также очень часто используется в речи фраза one of the pitfalls. One of the. То есть помним, что их бывает много, бывает один pitfall, какая-то одна трудность или опасность, или что-то то, чего мы не видим сразу, о чем нужно помнить. It's necessary to avoid these pitfalls. It's necessary to avoid these pitfalls. Очень важно избегать данных подводных камней. Unfortunately, spirometry has potential pitfalls and limitations. Spirometry – это когда вам измеряют, сколько кислорода вы вдыхаете, выдыхаете. У нее есть свои подводные камни и ограничения. When planting trees, avoid the pitfalls associated with. Дальше вы можете продолжить эту фразу. Я просто вам хочу показать, что вот этот вот нить слов, набор слов, pitfalls, there are pitfalls, какие? Associated with или associated with.
связанные с чем-то, и дальше продолжаете. There are certain pitfalls associated with common pitfalls in conducting research. Какие подводные камни, трудности возникают, если вы хотите сделать какое-то исследование и официально это все записать и, может быть, где-то опубликовать. It's one of the biggest pitfalls for people. Это один из самых или одна из самых больших трудностей, неясностей для людей. Alright. Что вам нужно из всего этого многообразия запомнить? Вам нужно запомнить, какие прилагательные используются перед словом pitfalls, какие глаголы используются перед словом pitfalls и какой-нибудь пример. Также вам нужно знать, из каких частей состоит это слово, чтобы оно глубже врезалось вам в мозг, чтобы вы его не забыли. Потому что помните, при изучении английского языка, вопреки распространенному мифу, труднее всего вытаскивать retrieving a word from your memory. Вспомнить, вытащить из памяти слово, которое вы когда-то читали или пытались запомнить. Запоминать слова – это полбеды. Но в языке запоминание вам не поможет. Вам поможет вспоминание. Поэтому бросайте все усилия на вспоминание. Рисуйте себе какие-то карты, чертите себе mind maps. Также отдельно хочу сказать, что много вопросов я получаю в комментариях, ответы на которые вы гораздо быстрее найдете без моей помощи. Это очень сделать легко. И это будет полезнее, чем вам кто-то готовый продукт выдаст. Онлайн-словарь, языковой корпус, Youglish сервис по произношению. Его можно использовать, кстати, не только по произношению. ChatGPT, либо любой AI, который встроен сейчас, есть у Google, Bard, по-моему, он называется, или Copilot. Очень много сейчас ресурсов. Практически 95% вопросов, которые мне задают в комментариях, это вопросы, которые, они не стоят отдельного видео. Окей, на сегодня это все. Я желаю всем отличных выходных. Пока. In addition, this approach avoids many of the pitfalls of efforts to plan, develop, and perhaps some of the pitfalls too. And can help me avoid pitfalls and mistakes. We know from the theorem last episode about pitfalls. A good business plan is to anticipate all of the pitfalls and all. Instructions. Know what pitfalls to avoid. What the pitfalls are. Some pitfalls would be being too self-involved. Out all of the common pitfalls or the hitches or the mistake. And there's all these pitfalls that may get you in the GMOs. In the spring of 2003, where he talked about one of the pitfalls in Japan. What are the pitfalls that I might fall in that I should watch out for?